Здравствуйте. Ну, как вы знаете, в Голландии вот сейчас очень много молодых, очень сильных игроков. И вот как-то творческой составляющей очень сильно, но я не говорю, что у всех очень интересная партия, да, но вот по поводу того, чтобы пойти на игру, конечно, получить какие-то интересные позиции, Walter Сипмак очень сильно то есть выделяется. Хотя, наверное, вот смотря на партию, конечно, сейчас может больше партия показываю Мартайна Ван Айсендор, но тоже там игры достаточно много и во всех позициях, то есть играют очень многие позиции, поэтому, ну, может, я прав, не прав, но вот Волтер на всякий случай на игру постоянно идет и получает очень интересные позиции. И вот такой важный момент, я это говорю не просто так. Партия сегодня будет 10-го года, аж 10-го года. То есть он уже и так достаточно молодые, можно сказать, годы, юные. Играл достаточно интересная позиция, поэтому все идет, как говорят, вот с юных лет. Давайте, ладно, смотреть. Ради чего я, собственно говоря, партию смотрю? Вот моя любимая фраза. Смотрите, вот этот вот ход был очень красивый, то есть за черных. Он, конечно, часто применяется, он не новый, естественно. Часто применяется, и вот он здесь, конечно, достаточно логично в этой позиции. Если бы этого хода, наверное, не было, ну, позиция может чуть-чуть бы другой оттенок носила. Почему? Потому что, в принципе, ходов здесь, видите, здесь разминов вот этих вот нету. И как-то идет все-таки блокировка вот этой шашкой фланга. Но вот появился этот ход, и он в корне изменил позицию. Давайте посмотрим. Да, это здесь у меня сильно комментариев не будет. Я после там еще прокомментирую. Келлер 16-21. То есть все. Келлер. Здесь и 14. Вот 21-27. Один из вариантов. 37. Ну, вот такое вот тоже продолжение избирают. Тут более такая открытая вот круговая позиция. Понятно, здесь вариантов вот много. Вот 14-19 он пошел. Вариантов много и так играют. Вот смотрится у Александра Гетманского много вот этих вот позиций. То есть 41 и на 20. Стандартно достаточно вот продолжение 47-41 и потом в определенный момент будут атаковать, то есть, ну, атаковать сразу, наверное, сразу не стоит, потому что поменяются, поэтому где-то вот сначала нападут, потом 33-29 и так далее, вот будут атаковать, и видите, для атаки 5 шашек здесь уже сконцентрировано, 5 шашек здесь, 4 всего защиты, поэтому надо черным быть очень внимательным. Ну вот, видите, 30-25 и, кажется, 33-29, и сейчас вот это вот так очень серьезно начнется, 37-32. То есть, вот она уже начинается, потихонечку начинает истощать. 46, ну вот, видите, уже шашек не так много на защите, то есть 2 шашки всего осталось. 2-7, и теперь надо вот черным именно что-то делать, и партия, я уже забегаю вперед, партия будет еще вот полезна по поводу этой позиции, конечно, вот разыгрывание этих позиций партия достаточно будет полезная. То есть здесь, если куда-то ходить 30 на 33 сразу по куду нет, видите, по куду семерка есть, и поменяются, ничего, естественно, не будет, поэтому ход 44, наверное, достаточно, то есть закономерным будут, покуда вот эти вот ходы есть, конечно, но давайте, может, посмотрим. Дело в том, что на вот какой-то ход сюда есть вот этот вот размен покуда, то есть это вот я показываю с точки зрения именно защитных ресурсов в этой позиции.
допустим, если куда-то ходить на 39 и с идеей сюда, то, наверное, ну давайте, можно было 8 как-то. Покуда позиция держится. Здесь 33-29, если меняться, то как-то можно сюда, то есть на эти ходы тоже вот 19-24 где-то будет. То есть будут подходить, и во-вторых, на нападение будут вот тыка до тыка, то есть будут нападать. Тоже там надо смотреть все эти варианты. То есть будет есть. Здесь вот появляется какой-то 42. Давайте, может, посмотрим. Если так, то, наверное, все-таки нападает, и здесь ничего не останется. Наверное, все-таки логичнее 23-28 здесь нападать. 40-35 тоже, наверное, надо. Больше вариантов нет. Вот это вот позиция. Но успевают, покуда, если напасть, то есть здесь успевают подойти. Давайте посмотрим. 30, 48, 40, на 30, ну вот на 33 есть. Ну вот эти вот позиции, да, вот может и стоило здесь эти позиции играть за черных. Ой, имеется в виду не за черных, я извиняюсь, а за белых. Вот видите, вот эту шашку вывели. Ну вот какой-то вариант, да, был. Вот, наверное, вот этот наиболее логичный, кстати, вариант. Я так сразу не посмотрел, наверное, вот есть. И это наиболее перспективный, я думаю, вариант, кстати, за белых. Вот видите. И потом будем терроризировать вот эту шашку. То есть какие-то варианты есть. Вот эти 12-18 интересные достаточно. Ну вот защитный ресурс, да, 12-18. Давайте я тоже поставлю, наверное. Восклицательный знак. Именно на этот ход вот этот вот защитный ресурс есть. И может он достаточно, кстати, серьезный этот защитный ресурс. Почему достаточно серьезный? Потому что здесь, в принципе, угроза идет. Сюда это тоже, ну, не выход, то есть очень сильная шашка будет. Ну вот надо меняться, получается. Ну и позиция такая достаточно хорошая, я бы сказал, у черных. Но потому что если меняться, то видите. Шансы единственное, что здесь вот, конечно, шашек мало получается. Ну, вот такие вот моменты есть. Надо смотреть так или иначе эти позиции. Так. Вот он ход 19-24, конечно. Вот этот ход меняет полностью структуру позиции, оценку позиции, можно сказать. То есть 39-34, ну, понятно, вот эти вот ходы. Здесь можно и побить на 28, на 27, ну, то есть на 27, видите, получается. Плюс здесь вот почему 4-9, потому что будем меняться как-то. Потом, то есть, здесь вот захватим. Вот эту шашку теперь нельзя поменять. Можно, кстати, на 28 будет бить. Наверное, вот даже если сейчас бы я играл, наверное, вот если блиц играл бы на 28 все-таки побил, то 20-24 и постепенно вот захватывал бы центр, тоже позиция очень сильная, конечно. И без упора здесь абсолютно у белых, поэтому вот давайте так смотреть, 3-9, то есть я здесь сразу говорю, что глубокую позицию не смотрел, то есть я посмотрел один раз, так вскользь кое-какие комментарии набросал, вот сейчас я тоже стараюсь что-то посмотреть, поэтому, ну вот 3-9 вроде бы и надо. Так, 40, 13, но остается 33-28, иначе, видите, все это очень плохо будет тут. Вариантов других я сильно не вижу. Хотя есть там, ну давайте, посмотрим. 37, да, я думал почему-то, что комбинация есть. Тут какая-нибудь на 30 и сюда, но вроде бы нету. Ну, здесь такая, так, ну вот. И если 39, то тут вот эту шашку 39 нельзя, потому что будет 16-21, и тут большие проблемы в этой позиции, конечно. То есть 38 нельзя. Давайте отмечу. И получается, если 38 не ходить, то будет перебой, потом 4-9 и размен. То есть тоже очень сильная позиция. То есть остаются шашки вот эти вот все. Допустим, давайте вот какой-нибудь такой вот.
вариант. 4 и потом вот этот вот размен. Да, достаточно сильная позиция здесь будет у черных, потому что вот эти фиксируются, но естественно вот здесь вот эту 11-ю шашку никак не зафиксируешь, то есть получается достаточно хорошая позиция. 11, 16, 37. Ну вот здесь, к сожалению, вот эта вот идея, вот эту идею надо всегда смотреть, она не проходит. Вот есть тут, давайте контр-идеи сейчас покажу, но они тоже не проходят, вот эти контр-идеи, сейчас я покажу все. То есть 12-18, здесь тоже ничего не проходит, можно просто 45-40. Здесь вот даже может, я думаю, что вроде бы ход 36-31 похуже, да, вот кажется, да, что проводит вот эту идею, но мне кажется, если посчитать, он предпочтительнее, чем, допустим, вот этот 45-40, потому что здесь позиция похуже. Похуже у белых. Тут какие-то, почему похуже, тут какие-то вот эти удары идут будут. Ну, сейчас 14-20 бои, а там же можно просто 9-13 здесь походить, точнее сказать. И 14-20, и 4-9. Вот эти вот идеи основные. То есть, и за счет этого позиция, ну, нехорошая. Можно потом как-то вот 9-13, 14-5 вот эти вот идеи проводить. То есть, вокруг этой позиции, она наверняка ничейная, но надо, то есть, есть моменты, то есть, можно сказать, подкручиваться можно за черных, и позиция такая хорошая достаточно. То есть проблемы там только у белых. А это, в принципе, 35 это уже второй метельшпиль, сейчас уже близко будет второй метельшпиль, то есть, и не сильно тут все приятно. Так, 20-24, понятно, не знаю тут. Я вам на всякий случай покажу. На 19-23 тоже сильно все меняется. Тут 34 и так далее. Значит, 9-13 было. Ну вот Волтер, видите, это 2010 год. Вот стиль формируется, конечно, в детстве, наверное. В детстве, вот юные годы такие. Да, в детстве, может, я неправильно сказал, но юные годы. И вот, видите, как он интересно играет. Ну, голландцы, видите, начинают со 100 клеток, и там своеобразно, вот сейчас вот эти были их книги, издались, то есть курсы вот эти вот, то есть они в открытом доступе, в принципе, все достаточно логично, то есть, ну, учат вот эти вот основные понятия, конечно, когда учатся с детства основные понятия, даже если ты играешь, ну, не очень сильно где-то, потихонечку вот эти все понятия приходят, и игра достаточно приличная получается. Определенные компоненты усилить, и, естественно, будешь прилично играть, поэтому там большое достаточно количество вот прилично играющих. Вот этот ход не проходит, то есть прилично играющих и за клубы. То есть вообще прилично, ну, прилично достаточно играющих. У нас, естественно, такого вот нету количества играющих людей ни в одной республике бывшего Советского Союза. Здесь схема, как я уже говорил, чуть другая тренировка. Ну вот, таким образом, здесь ничего не дает, естественно, поэтому Волтер правильно избирает вот это продолжение. Давайте посмотрим. Здесь уже такие моменты, я честно говоря, да, ну вот, не знаю, но позиция хорошая. Позиция хорошая, потому что шашка лишняя, и здесь не так просто белым сделать ничью, но здесь очень надо быть внимательным. Это эндшпиля, естественно, сюда нельзя. Это эндшпиля, надо тоже пересчитывать. И надо знать тут, как играть, естественно. Ну вот эту вот позицию, он удалось выиграть, хотя, честно говоря, ой, не выиграть, она ничейная вот эта вот позиция. И получается, естественно, на 19. Ну так или иначе, позиция, я чуть с другой партией, честно сказать, перепутал, думал, что вот эндшпиль перепутал с другой партией. Ну так или иначе, позиция достаточно интересная. Эндшпиль, ну, наверное, может и закономерно. Вот здесь уже, когда в конце я показывал, естественно, закономерно, что закончился вот в ничью. Здесь у белых лишняя шашка была, но здесь отдавали они в один момент.
закономерно достаточно, но партия достаточно интересная. Я считаю, с точки зрения идей, с точки зрения разыгрывания позиции, она достаточно интересная и полезная. Итак, до новых встреч!